Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 3 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. По словам представителя правительства Израиля, 8 из оставшихся заложников, которых Хамас должен был освободить в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня в Газе, не выжили. Израильские власти были уведомлены о статусе заложников после получения списка от Хамас. Сообщается, что 8 заложников были лишены жизни террористами Хамас. Хамас не комментировали причину и не раскрывают подробности. Ранее же группировка заявляла, что Шири Бибас и ее 2 сыновей не выжили. Ярдена Бибаса, мужа Шири, террористы Хамас отпустили в прошлую субботу. Форум семей заложников и пропавших без вести подтвердил CNN, что израильские власти связали с семьями всех заложников, живых или павших, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки. Напомню, что в рамках первой части соглашения Израиль также освободит почти 2000 палестинских заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах. Израильские СМИ прошлым вечером сообщили, что в рамках текущего этапа, первого этапа соглашения с Хамас, планируется освободить еще 20 заложников, но около половины из них уже нет в живых. На ваших экранах фотографии тех, кого еще должны освободить на первом этапе соглашения. 8 из этих 20, которых вы сейчас видите на своих экранах, не выжили. Наша редакция узнала подробности о том, кто выжил, но, к сожалению, сейчас мы не можем разглашать эту информацию. Напомню, что семьи уже получили уведомления. Тем временем освобожденный ранее заложник Ярден Бибас, цитирую, значительно похудел за время пребывания в плену у Хамас, но чувствует себя хорошо. Его состояние стабильно. Об этом сообщает семья Ярдена Бибаса. Напомню, что 35-летний Ярден Бибас был освобожден Хамасом в прошлую субботу утром с 54-летним Офером Кальдероном и 65-летним Китом Сигалом. Жена Ярдена Шири и их 2 маленьких сыновей Ариэль и Кфир были похищены по отдельности. Израиль выразил серьезную беспокойность их судьбой. Наличие Ярдена и его возвращение здесь наконец позволяет нам снова дышать. Он сильный и замечательный, продолжают родные семьи Бибас. Борьба за Шири, Ариэля и Кфира будет продолжаться, несмотря на то, что Ярден сейчас начинает свой путь адаптации и реабилитации, подчеркивает его семья, призывая освободить всех оставшихся 76 заложников. Семья Бибас заявляет, что проведет пресс-конференцию уже сегодня вечером, но просит до тех пор уважать их частную жизнь, чтобы предоставить им необходимое время и тишину. Новости на Радио Мария. Далее к другим событиям. Перед посадкой в самолет для полета в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что его встречи в США, цитирую, будут посвящены критически важным вопросам, стоящим перед Израилем и регионом: победе над Хамас, освобождению всех наших заложников и решению проблемы иранской террористической оси во всех ее компонентах, оси, которая угрожает миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире. Нетаньягу является первым иностранным лидером, который встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме с момента его инаугурации. Это является, цитирую, свидетельством прочности израильско-американского альянса, говорит премьер-министр. Это также свидетельство прочности нашей личной дружбы. Решения, которые мы принимали в этой войне, уже изменили облик Ближнего Востока. Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что, работая в тесном контакте с президентом США Дональдом Трампом, мы сможем перекроить еще больше и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира посредством силы. Ну и после 12-часового перелета канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу сообщила, что самолет премьер-министра Нетаньягу приземлился в США.
Первая встреча Нетаньягу на высоком уровне состоится уже сегодня в понедельник со специальным посланником по Ближнему Востоку Стивом Виткофом. Эксклюзивные кадры сейчас на ваших экранах, видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Подключайтесь прямо сейчас. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу спускается по трапу самолета в холодный пасмурный день. Нетаньягу приветствуют на красной дорожке посол Израиля в США Ехель Лейтер, посол Израиля в ООН Дани Данон и генеральный консул в Нью-Йорке. Нетаньягу также встречает почетный караул с американскими и израильскими флагами. Хотя расписание может измениться, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом завтра во вторник вечером в 18:00 по местному времени. Встреча будет включать и ужин. И, как стало известно нашей редакции, доктор Эяль Хеллер, старший кардиолог медицинского центра Шиба, летел вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу в Вашингтон. Напомню, что в 2023 году в больнице Нетаньягу установили кардиостимулятор. У премьер-министра имеются проблемы с сердечной проводимостью. Офис Нетаньягу пока не сделал никаких заявлений о причинах поездки Хеллера, но это может указывать на желание внимательно следить за здоровьем премьер-министра, особенно после того, как в конце декабря ему сделали операцию по удалению простаты. Генерал-майор в отставке Эяль Замир, генеральный директор Министерства обороны, в своей первой речи после назначения на пост следующего начальника Генштаба армии обороны Израиля говорит, что Израиль докажет своим врагам, что наша страна и ее армия сильны. В ближайшие дни я завершу свою должность генерального директора Министерства обороны. Я чувствую, что покидаю офис, который является сильным, движущей силой и мощным, говорит Замир во время пресс-конференции. Замир поблагодарил министра обороны Израиля Исраэля Каца, а также премьер-министра Биньямина Нетаньягу за выдвижение его кандидатуры на пост 24-го главнокомандующего армии обороны Израиля. Мы докажем нашим врагам, что против них направлен решительный, сильный и победоносный кулак, как написано в книге Псалмов. «Я преследовал врагов моих и настигал их, и не возвращался, доколе они не были истреблены», добавляет будущий начальник ЦАЛЯ Эяль Замир. Главные новости Израиля. В это же время террористическая группировка «Хамас» публикует письмо, которое, по ее утверждению, было якобы написано освобожденным заложником Китом Сигалом перед его возвращением в Израиль. В письме Сигал якобы благодарит своих похитителей за хорошее обращение с ним. Напомню, что Сигал, 65-летний гражданин США и Израиля, был освобожден в прошлую субботу вместе с Ярденом Бибасом и Офером Кальдероном. В письме, которое, по словам семьи Сигала, он написал под принуждением, утверждается, что его похитители снабжали его едой и питьем, лекарствами, витаминами, глазными каплями, прибором для измерения артериального давления и многим другим. В заявлении также утверждается, что он получал пищу, которая соответствовала его пищевым потребностям и привычкам в еде, несмотря на то, что Сигал, как сообщается, говорил своей семье, что еды не хватает, и он вынужден есть мясо, чтобы выжить, несмотря на то, что он не употребляет мясо. В заявлении, сделанном после публикации письма, семья Сигала говорит, что террористы Хамас заставили Кита Сигала написать это благодарственное письмо, пока он был в плену. Это лишь один из многих примеров, демонстрирующих жестокое и циничное поведение Хамас и подчеркивающих необходимость срочного возвращения всех оставшихся заложников домой, добавляет семья Кита Сигала. Новости на радио Нария. Армия обороны Израиля заявила, что с момента начала масштабной контртеррористической операции в Иудее и Самарии почти 2 недели назад ею было ликвидировано более 50 палестинских террористов, задержано более 100 разыскиваемых палестинцев. По данным ЦАЛЯ, в ходе операции наши военные изъяли около 40 единиц боеприпасов, обезвредили более 80 взрывных устройств. Напомню, что наступление, получившее название «Железная стена», началось 21 января. Военные ожидают, что оно продлится еще несколько недель.
Заместитель главы террористов Хамас возглавит делегацию в Москву уже сегодня в понедельник. Об этом сообщает государственное российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Член политбюро террористов Хамас Мусаба Марзук и сопровождающие его лица проведут переговоры в МИД России. Напомню, что у России есть связи со всеми ключевыми игроками на Ближнем Востоке, включая Израиль, Иран и Ливан, а также с палестинской администрацией и Хамас. Полиция Израиля возбудила уголовное дело в отношении Сары Нетаньягу, жены премьер-министра, в связи с обвинением в ее попытке якобы запугать свидетеля и вмешаться в дело о коррупции против ее мужа, премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Расследование проводится израильской полицией и отделом по борьбе с киберпреступлениями Государственной прокуратуры. Сообщается, что якобы Сара Нетаньягу приказала бывшему покойному помощнику ее мужа организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадас Кляйн. Хадас Кляйн – ключевой свидетель по одному из дел, по которым премьер-министр предстает перед судом. Напомню, что Нетаньягу обвиняет в том, что он брал подарки шампанскими сигарами. Юридический советник правительства Гали Барав-Миара распорядилась провести расследование в отношении Сары Нетаньягу по подозрению в преследовании свидетелей и воспрепятствовании правосудию. Далее цитирую. Получение официального заявления от Генеральной прокуратуры о начале уголовного расследования в отношении жены премьер-министра Сары Нетаньягу важно для парламентского надзора, системы правосудия и верховенства закона. Конец цитаты. Новости на радио Нария. Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетил позиции армии обороны Израиля на юге Ливана и пригрозил группировке Хизбалла за ее попытки направить беспилотники по Израилю, несмотря на соглашение о прекращении огня. Кац обошел позиции вместе с высшим командованием ЦАЛЯ, чтобы проконтролировать реализацию продления перемирия, в рамках которого ЦАЛЯ и Хизбалла должны были покинуть Южный Ливан к 26 января, но которое было продлено до 18 февраля. В последние дни мы видели попытки запустить беспилотники по Израилю, говорит Кац. Я хочу послать отсюда четкое сообщение Хизбалле и ливанскому правительству. Израиль не согласится на запуск беспилотников с территории Ливана. Мы не допустим возвращения к реальности 7 октября 2023 года. Мы преодолеем угрозы и ответим со всей силой. В это же время лидер Хизбаллы Наим Кассем объявил, что бывший лидер террористической группировки Хизбалла Хасан Насралла будет похоронен 23 февраля, через 5 месяцев после того, как Насраллу ликвидировали силы армии обороны Израиля в Бейруте 27 сентября 2024 года. Предполагаемый преемник Насраллы Хашим Сафедин, ликвидированный всего через несколько дней после своего лидера Насраллы 3 октября, также будет похоронен 23 февраля. Кассем далее признает, что Хизбалла не достигла абсолютной победы, но говорит, что зарегистрировала некоторые достижения и некоторые потери. Нашим главным достижением было доказательство стойкости сопротивления и неспособности Израиля сломить его. Конец цитаты. Новости на радио Нария. Жителю города Нес-Циона в центре Израиля предъявлены обвинения в подстрекательстве к терроризму против премьер-министра Израиля за его комментарии в социальных сетях, в которых мужчина призывал лишить жизни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Согласно обвинительному заключению, 80-летний Амрам бен Хаим Агмон 10 октября 2023 года, через 3 дня после резни, устроенной Хамас на юге Израиля и начала войны в Газе, опубликовал на своей странице Facebook следующее сообщение, цитирую: «Пока я не увижу, как его отрубленная голова катится по ступенькам его дома, моя кровь не остынет», имея в виду премьер-министра Нетаньягу. Позже мужчина опубликовал еще одно сообщение против Нетаньягу, цитирую: «Кто поднимется, чтобы мы вывели этого ублюдка и его жену Сару Нетаньягу, чтобы казнить их и спасти народ Израиля от катастрофы, которую они нам насылают». Конец цитаты. Государственная прокуратура предъявляет мужчине обвинения по 3 пунктам подстрекательства к терроризму
в соответствии с законом о борьбе с терроризмом 2016 года за эти посты, а также 2 других, опубликованных в том же месяце. Преступление карается тюремным заключением на срок до 3 лет. Напомню, что Радио Нария мониторит посты в русскоязычных группах Израиля, в которых очень часто звучат аналогичные призывы. Несколько сообщений наша редактор даже обнаружила в группах города Нария. Предлагаем подстрекателям приготовиться. 3 года по аналогичной статье, о которой мы говорили выше, мы вам также гарантируем. Отличное питание, занятия спортом и общение с ивритоговорящей аудиторией поможет вам лучше освоить иврит и в дальнейшем не писать грязь в социальных сетях против избранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель встретился с министром иностранных дел Таиланда и сообщил ему, что 5 тайским заложникам, которых освободили из Газы на прошлой неделе, будет предоставлено постоянное место жительства в Израиле, говорится в заявлении офиса Арбеля. Напомню, что 5 тайцев официально работали в Израиле в приграничных кибуцах с сектором Газа, когда их похитили террористы Хамас. Пусть это решение Арбеля хоть немного вас согреет, и в дальнейшем вы будете в безопасности в еврейском государстве. По оценкам Управления водных ресурсов Израиля, нынешняя зима является самой сухой за столетие. Уровень Галилейского моря, основного источника пресной воды в Израиле, поднялся всего на 2 сантиметра в январе, а приток воды в реку Иордан в это же время находится на самом низком уровне с 1960 года. Напомню, что Израиль в значительной степени полагается на опреснение воды, и власти заявляют, что нехватки воды не возникнет из-за недостатка осадков. Вернулся официальный телеграм-канал Радио Нария. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте своим телефоном QR-код на ваших экранах. Так вы сразу найдете Радио Нария в Телеграм. Новости на Радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Уже сейчас вы можете поддержать нас. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Также оставьте свой комментарий. Вы можете стать и спонсорами Радио Нария. Мы благодарим наших спонсоров, имена которых вы сейчас видите на своих экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 4 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.